Привет, это рекомендации Тостер. Коротко о главном при выборе бытовой техники. Выбираем беспроводной вертикальный пылесос. Большинство беспроводных вертикальных пылесосов предназначены для сухой уборки. Но есть модели, которые могут помочь и с влажной. Причем можно одновременно собирать мусор с твердого пола и протирать его. Такой универсальный вариант может подойти для небольших квартир, где мало или нет ковровых покрытий. Но стоит понимать, что такая влажная уборка – это легкая протирка пола, освежение. Можно и моющее средство для пола использовать, но точно не формат уборки генеральной. Если уж брать беспроводной пылесос, то универсальный, которым можно и пол пылесосить и использовать его в формате мобильного, такого ручного пылесоса для разных случаев уборки. Пропылесосить в салоне автомобиля, убрать со стола крошки, которые рассыпались, ну и так далее. Такой пылесос будет универсальным помощником. Он может быть основным пылесосом в квартире или вспомогательным, например, для кухни или детской. В продаже есть беспроводные пылесосы с мощностью всасывания до 200 аэроватт. Это довольно много и вполне хватит даже, чтобы справиться с мусором на ковровых покрытиях с высоким ворсом. Но стоит помнить, что это максимальная мощность, на которой пылесосы могут работать довольно короткое время, 5-10 минут. В целом для очистки одного среднего ковра этого вполне хватит, но потом аккумулятор сядет. А вот средней мощности всасывания примерно в 100 аэроватт хватит, чтобы нормально убрать довольно большую площадь. В большинстве беспроводных пылесосов сейчас используются современные литий-ионные аккумуляторы. Время работы при полном заряде может доходить до часа и даже полутора на минимальной мощности. Этого времени и такой мощности вполне хватает, чтобы собрать мусор с достаточно большой площади, с твердого пола или ковролина. Около получаса современный беспроводной пылесос проработает на средней мощности. Тоже вполне достаточно для такой тщательной уборки разных покрытий, в том числе и ковровых. Наличие вращающегося валика со щетиной, то есть турбощетки, как основной насадки, крайне желательно для беспроводного вертикального пылесоса. Это весьма повышает эффективность уборки, сбора мусора с разных поверхностей, в том числе с ковровых. Особенно актуально это при использовании минимальной мощности всасывания. У моделей без турбощетки качество уборки ковровых покрытий особенно хуже. Сфера их применения в итоге, скажем так, более узкая. Важный момент – валик со щетиной должен легко выниматься и очищаться. Если пылесборник маленький, он быстро наполнится, особенно если будете пылесосить ковры, если есть домашние животные, и их шерсть, соответственно. Модели с маленьким пылесборником объемом до полулитра рекомендую для помещений с твердым полом, для ситуаций без домашних животных. Если есть ковры и любимые четвероногие питомцы шерстяные, выбирайте модель с более объемным пылесборником от 0,6 до 1 литра. Очень желательно, чтобы на выходе из пылесоса стоял HEPA-фильтр. Пусть это будет даже HEPA H10 или H11, а не 12 или 13. Все равно это обеспечит высокую эффективность задержания опасной для нашего здоровья мельчайшей пыли. Плюс, как правило, вертикальные пылесосы, они с циклонической технологией, и отделение крупного мусора и пыли от воздуха происходит еще на этапах до прохождения HEPA-фильтра. Все вместе это и обеспечит максимально чистый воздух на выходе из пылесоса. Особенно актуальна хорошая фильтрация для аллергиков, разумеется. Но и не аллергикам, по-моему, не стоит дышать пылью.
У многих производителей есть модели беспроводных пылесосов, которые, по сути, отличаются только комплектацией. Есть с базовым набором насадок, основная для пола, для мягкой мебели, щелевая и насадка для разных поверхностей с мягкой щетиной. Есть и с расширенной комплектацией для владельцев домашних животных, например, для уборки труднодоступных мест. Тут просто ориентируйтесь на свои, скажем так, уборочные задачи. Не стоит переплачивать за то, что вам не нужно. Удобная эксплуатация. Подстройка под рост, например, телескопическая труба всасывания. Это может быть важно. Удобство опустошения пылесборника, снятия и установки насадок, их очистки. Это по возможности стоит проверить перед покупкой. Или можно посмотреть наши тесты, кстати, мы на это обращаем внимание. Есть беспроводные вертикальные пылесосы с автоочисткой пылесборника. Это удобно, потому что контакт с пылью минимизирован, хотя иногда пылесборники и фильтры, если они моющиеся, все равно нужно мыть. Но такие модели с автоочисткой, они ощутимо дороже обычных. Это было самое важное, что тостер рекомендует учитывать при выборе беспроводного вертикального пылесоса. Смотрите наши тесты и обзоры бытовой техники на YouTube, читайте статьи в Яндекс.Дзене и на сайте Toster.ru и подписывайтесь в соцсетях. Тостер — это полезно.